Было интересно, что может сделать синтезит, да, как бы при моем здоровом образе жизни и так. Казалось, что дороговато, да, но потом, когда ты действительно проэкспериментировал на себе, получил результат определенный, и, например, сейчас я также готов заказывать, да, его, и понимаю, и мне уже цена, кстати, не смущает, потому что я понимаю, что приобретенные плюсы вот в энергии, да, в самочувствии, ну, более детально мы разберем это, они, конечно, перевешивают. Уважаемые зрители, здравствуйте! Мы на канале Синтезит. Меня зовут Александр. Сегодня у нас в гостях наш потребитель синтезита Евгений. Евгений недавно оценил на себе силу биоактивного минерала синтезит. Все случилось так, что непосредственно жена Евгения вышла на наш аккаунт в Инстаграме и написала, что сейчас ее уважаемый муж выступает для нее в качестве испытуемого. И если все пройдет успешно, то, соответственно, она тоже начнет принимать биоактивный минерал синтезит. Но сегодня мы вот связались с Евгением. Евгений нам расскажет о тех ощущениях фактических или субъективных ощущениях, которые он получил во время начала курса приема биогенного минерала синтезит. В двух словах хочу сказать, что синтезит это, как я уже выразился, биоактивный элемент. Основное его интересное такое действие, что он помогает организму восстановить количество здоровых стволовых клеток и увеличить их более чем в 2,5 раза, тем самым приведя эту вот норму, так сказать, к норме более молодого возраста. Соответственно, синтезит помогает восстановлению всей кроветворной системы. Как вы знаете, кровь – это наша жизнь, кровь – это основа жизни. Если бы у нас не было крови, мы бы с вами не были живы. Вот, и в принципе бы не родились. Но в основе синтезита железо, а железо, соответственно, это основа крови. Да, и это не обычное железо, это биоактивное железо. Изобретение, разработка 2019 года, аналогов синтезиту нет. Собственно говоря, о чем мы сегодня и поговорим. Итак, Евгений, я даю слово вам. Что вы почувствовали, увидели, услышали от своего организма за время приема? Да, тоже всех приветствую. Приятно быть у вас, так сказать, в качестве интервьюера. Вообще изначально относился достаточно скептически, потому что так как бы, ну, мы все знаем, что никаких-то универсальных волшебных таблеток не существует, да, наверное. Вот, ну, решил проэкспериментировать, потому что я в принципе, за этим проектом вообще вот в вашей лаборатории и вот всего этого проекта слежу еще с 2019 года. Вот, и сейчас, когда, ну, действительно решился заказать и посмотреть, как это будет работать, потому что также в интернете очень много положительных отзывов и клинические испытания, я так понимаю, что обширные были проведены, да, там получены уникальные там абсолютно результаты. Вот. Скептически относился, говорю сразу. Евгений, позвольте для наших зрителей сделаю оговорочку, да, то есть вот Евгений сейчас выразился про клинические испытания, мы сейчас и говорим про исследование препарата на, во-первых, на грызунах, то есть На то, что было, грызунах, да, да, совершенно произведено в верно. 2019 году, где было как раз, где мы увидели, что, собственно, количество здоровых стволовых клеток у подопытных грызунов выросло по отношению к контрольной группе более чем в 2,5 раза. Вот. Также вот в прошлом году у нас завершились исследования в группе приматах, где было уже как бы научно доказано, да, не только на людях, что биохимические показатели крови восстанавливаются, то есть это холестерин, аланин-аминотрансфераза, это АЛТ, аспартат-аминотрансфераза, это АСТ, то есть основные ферменты печени, которые показывают о том, что печень подвержена какому-то повреждающему воздействию, да, то есть вот эти вот АЛТ, АСТ, они именно увеличиваются с возрастом, именно увеличиваются, когда печень все больше подвержена каким-то нагрузкам, может быть токсическим, там еще каким-то нагрузкам, да, разрушающим, ну, инфекционным, вирусным в том числе. При разных там заболеваниях, в том числе, там, кстати, гепатит, ВИЧ, да, СПИД, вот это вот ЛТСТ, она тоже повышается, потому что печень на себя принимает вот эту всю вот нагрузку по детоксикации организма. Вот мы сейчас говорим именно про эти исследования. Евгений, я хочу вот у вас спросить, а почему уже прошло практически 1,5 года, как вы наблюдаете за проектом, что мешало вот уже раньше попробовать синтезит? Ну, я попеременно, то есть следил, потом как-то
у меня из сферы внимания немножко выключалась эта история. Ну, мы все живые люди, да, занимаемся какими-то своими делами, и невозможно за одним каким-то объектом наблюдения постоянно там следить, да. Он в сферу, так сказать, моих интересов был включен, и я время от времени интересовался какие-то, возможно, новые там открытия. Иногда заходил, конечно, на ваш канал, смотрел отзывы людей там и так далее. То есть вот время от времени, ну, параллельно просто я веду здоровый образ жизни, соответственно, я не употребляю алкоголь, я не курю сигареты, я стараюсь правильно питаться, но все равно, то есть бывает, что не хватает сил на все, что ты хочешь, да, на целый день. Вот. И также вот я практикую некоторые, скажем так, биологические добавки вот из индийской такой истории, да, там из аюрведы. Ну, там трифола, такие вот вещи для пищеварения, вот. И, в принципе, то есть они меня устраивают с точки зрения там очищения организма и так далее. Но мне было интересно, что может сделать синтезит, да, как бы при моем здоровом образе жизни и так, да, то есть насколько он, скажем так, увеличит мое КПД. Да, то есть насколько у меня будет больше сил, насколько я по-другому буду, возможно, себя чувствовать. То есть, и все-таки решился и заказал. Учитывая, что синтезит, он как бы и не считается там дешевым, да, достаточно, скажем так, дорогостоящая такая история. Вот, и, ну, я решил вот действительно проэкспериментировать, заказать себе баночку, посмотреть, работает, не работает. Вот, и так и сделал, заказал, и вот уже у меня осталось буквально, не знаю, 4 штучки, по-моему, осталось. Да, всего 4 штучки. Я Вот, вам поэтому, сочувствую, что он у вас кончается. А по поводу да. цены, то есть, как некоторые из наших потребителей выражаются, что на самом деле те результаты, которые получают люди при помощи синтезита, и которые и они могут теперь отказаться от кучи каких-то там таблеток, да, и других там БАДов, которые раньше не употребляли. Но от 30 до 300 тысяч некоторые люди вот как бы вот так вот его стоимость. Да, ну, конечно, да, для России на самом деле цена 3550, она, наверное, не маленькая, но те эффекты и результаты, которые можно получить, они даже стоят более дорогого. Потому что, как вы сказали, энергии на все не хватает. Это можно сказать, раньше мне не хватало денег для выполнения всех моих планов, теперь у меня есть деньги для выполнения всех моих планов, но у меня не хватает энергии. Да, это точно. Ага, ну и Ну, что? поэтому я и говорю, что заказав синтезит первый раз, да, как бы казалось, что дороговато, да, но потом, когда ты действительно проэкспериментировал на себе, получил результат определенный, и, например, сейчас я также готов заказывать, да, его, и понимаю, и меня уже цена, кстати, не смущает, потому что я понимаю, что приобретенные плюсы вот в энергии, да, в самочувствии, ну, более детально мы разберем это, они, конечно, перевешивают вот, стоимость, скажем так. То есть она уже не кажется какой-то завышенной, да, там, или неоправданной. Вот. Соответственно, первое время я, когда начал принимать, я экспериментировал. Сначала я, как там советуют, чтобы быстро, так сказать, восполнить нехватку железа, да, можно принимать там по 2 капсулы. Вот я начал на ночь, именно перед сном, уже там после еды проходило достаточно большое время, там больше 2 часов, чтобы, ну, чуть-чуть уже голодный, да, человек, то есть перед сном. Вот, я принимал по 2 капсулы, значит, на ночь, несколько дней, там, по-моему, дня 3. Вот, сразу отмечаю, что стал быстрее засыпать раз, спокойнее вот само самочувствие после приема, какое-то время, там полчасика походил, побродил, ты уже становишься более спокойным, более уравновешенным, и сон, соответственно, быстрее приходит, потому что, ну, в голову не лезут разные мысли, всякие там, не прокручиваешь там весь свой день, ты становишься как бы более собранным, спокойным, уравновешенным, то есть появляется такой баланс. Вот. Ну и, соответственно, сам сон, он стал более глубоким, и меньше времени требуется. То есть, если до этого мне где-то 6-7 часов на сон нужно было полноценно, то сейчас, вот когда после приема синтезита, я просыпался просто через 5 часов. То есть я мог лечь где-то там в 11:30, в 11:40 приблизительно, и вот там, то есть, в 5 утра, то есть я открываю глаза, просто бух, и все.
Да, То да, есть да, я есть такое. абсолютно выспался, да, еще я даже иногда не понимал, то есть я открываю глаза, и у меня ощущение, что я только что как бы заснул, и прошло буквально полчаса, и я, может быть, проснулся, а потому что, ну, за окном еще как-то так немножко темно, и не понимаешь, смотришь на время, 5 утра, но ты понимаешь, что ты отдохнул, да, Мгм. то есть, и ты просто проснулся, и все. Ну, тебе не хочется валяться в кровати, тебе не хочется там еще что-нибудь полежать полчасика или еще опять заснуть, да, там еще поспать 2 часа. Просто не хочется, просто хочется встать, попить воды, там, да, и начать какие-то там дела делать свои, там, подготавливать свой день, не знаю, там, сесть с ежедневником посидеть, что-нибудь, не знаю, там, попланировать или, не знаю, что-нибудь почитать, потому что с 5 до 6 утра остается целый там час времени, потому что в 6 уже можно начинать там собираться куда-то там по рабочим каким-то моментам, там, себя приводить в порядок, а ты высвобождаешь вот этот час, который ты можешь просто пустить на какие-то свои хобби, нужды, там, не знаю, что-то почитать, ну, в общем, позаниматься йогой, да, если кто-то хочет, дыхательные практики там какие-то. В общем, синтезит мне высвободил, вот когда я именно его принимал на ночь, он мне высвободил час сна. Потом я начал его принимать утром. Я хотел посмотреть, да, что будет, если я буду его именно с утра. Соответственно, с утра его принимая, ты получаешь такую батарейку на весь день, стабильную батарейку. То есть у тебя энергии хватает на весь день работы, и к вечеру ты там 10-11 вечера, ты приходишь домой, у тебя еще даже есть силы, ты еще думаешь, блин, да сейчас я даже могу там пойти погулять в парк. То есть у меня, в принципе, есть и настроение для этого, и силы. Если до этого ты приходил домой, и так уже все, там 10 часов, уже пора там в душик, что-нибудь это, и уже на боковую, да, что-нибудь полистать книжечку, то есть уже силы были на исходе. То есть здесь ты получаешь как бы такой полноценный заряд, он распределен на весь день, да, ты как бы более собранный, более спокойный, в общем, работоспособность Ну, увеличивается. такое Ну вот состояние ресурсное, да. и третий эксперимент, когда я принимал синтезит во второй половине дня, после обеда через 2 часа. Это, конечно, вот самое на меня почему-то подействовало самое сильное, вот, скажем так, отклик в моем организме получил, потому что под вечер у меня появилась даже какая-то такая легкая эйфория. Да, то есть чуть-чуть меня начало как бы, не знаю, можно так выразиться, штырить, да, когда я понимал, что день кончается, а у меня наоборот, энергии как будто прибавляется, Мгм. да, и мне как-то надо что-то себе как-то занять, дела уже почти кончились, и я начал звонить друзьям, типа, вы, ребят, что делаете? Начал кого-то там вытаскивать, там, давайте встретимся, там, что-нибудь. Они, да ты что там к нам пристал? Как бы, мы уже там дома, половина народа уже там отдыхают дома. Я говорю, да ладно, что вы дома сидите? То есть, а мне надо было эту энергию куда-то деть. Вот. И как бы вот во второй половине, если принимаешь, то как-то очень сильно вот на меня это повлияло. Я говорю, даже вот легкая эйфория появилась, да, такая, что тебе все по плечу, тебе хочется еще что-то сделать. Это по одной И опять капсуле? же, что еще раз? Да, Это по по одной? одной, По да, одной. одну капсулу, Мгм. да, днем одну капсулу. Мгм. Вот. Потому что, не знаю, если бы я принял две, был бы там эффект еще сильнее, я не знаю, но я как бы одной мне хватает, в принципе. Потому что Мгм. я вешу где-то 70 с чем-то килограмм, то есть и приблизительно одной капсулы, ну, мне должно хватить, как я вот прочитал. Вот такая история. И потом, соответственно, поделился своими наблюдениями за состоянием, соответственно, с супругой и с тещей. Приехали как раз вот на этих выходных на дачу. Теща проснулась, голова болит. А у нее вообще с давлением всегда как бы проблема. У нее там иногда повышенное давление. Ну, я что-то ей так сказал, да, вон капсулу синтезита сейчас выпейте, и пройдет голова у вас через 15 минут. Ну, потому что я понимаю, что он синтезит, по сути, разжижает кровь, да, то есть, соответственно, головная боль, это, ну, может быть, из-за густой крови там и так далее, Ну, да, в то том есть, числе, да. да, в том числе. Поэтому я как бы так сказал, она говорит, ну, давай. Ну, я вот теще дал капсулу синтезита, и реально у нее через 15 минут прошла голова, она пошла померила давление, у нее нормализовалось давление, там все в шоке такие, типа,
Вот, на даче там все семейство такое, типа: "Чё это такое за таблетки? Там, Ну, это давай нам здорово, тоже это так". здорово. Я на самом деле как бы знаю по крайней мере две методики, да, психотерапевтических, при помощи которых можно снимать головную боль. То есть и пользовался неоднократно самостоятельно, то есть просто делая определенные, так сказать, ментальные процедуры с человеком, да, при помощи визуализации и так далее. Вот. Но давление, как бы, да, то есть что давление проходит, тут как бы ну, внушением не объяснишь, вот, что давление прошло тут. Тем более у нас есть очень много данных, потому что синтезит именно очень хорошо помогает человеку, организму человека, именно разобраться с давлением. Люди вплоть до того, что от лекарств отказываются. Так что я думаю, что ваша теща, в принципе, на верном пути, но все равно под контролем, то есть обязательно, то есть консультироваться там с врачом, обязательно там проверять тонометром, да, все эти моменты фиксировать. Вот. И, конечно, если она потом поделится с нами своими данными по своему давлению, да, как у нее все это дело прошло, мы тоже будем благодарны, соответственно, и отреспектуем по полной программе всем участникам процесса. Окей, я попробую посодействовать в этом вопросе. Хорошо, хорошо. Ну, замечательно, замечательно, что вы почувствовали на себе силу синтезита. Единственное, что как бы эксперимент у вас был не совсем чистый. Почему? Потому что, чтобы провести чистый эксперимент, надо было, допустим, там попить немножечко на ночь, да, потом сделать перерыв месяцок, потом попить с утра, перерыв месяцок, и потом опять же вот так же днем повторить, потому что как бы у вас уже организм начал получать микроэлемент, да, и вот это вот наслаивание волн, это, кстати, вот интересные результаты, и я пока таких отзывов еще не видел, не слышал, и таких экспериментов мне никто не докладывал. Поэтому, соответственно, я ваше видео выложу в наших соцсетях с соответствующей пометкой, что вот уважаемые потребители синтезита, Евгений сделал такой-то эксперимент, получил такие-то результаты. Будьте добры тоже, да, если вот получите подобные результаты, пожалуйста, нам отпишитесь, будем вам признательны и благодарны. Ну и, соответственно, прошу считать сейчас эту будущую зарисовку обращения к нашим зрителям. Отлично. Ну все, благодарю. Если есть что-то добавить, если есть что-то сказать для наших зрителей, потребителей, кто будет потом смотреть на нашем канале, можете сказать. Если как бы речи не готовили и это для вас неожиданность, то Да нет, ну я речи не готовил, но хочу сказать, что если вы все-таки сомневаетесь, там, поможет вам это или нет, лучший шанс просто взять да попробовать, вот и все, вот как сделал это я. Я тоже сомневался, потом взял и попробовал, получил результат, чувствую себя лучше. То есть, ну, это реально работает. По крайней мере, на мне это работает. Ну, вы целый год, как бы дальше больше года наблюдали, следили. Я думаю, что таких людей на самом деле еще очень много, которые с самого начала проекта, с того момента, как мы начали выкладывать наши видео, делать какую-то рекламу, они потихонечку следят, каждый день думают, а что сегодня интересно новенького, а что завтра будет новенького. Вроде все похоже на правду, да? А вдруг нет, подожду-ка я еще. Но ничего страшного, у вас есть всегда возможность приобрести, убедиться. Опять же, для зрителей сделаю оговорочку, да, вот мы решили эту оговорочку делать с недавнего времени, что все потребители синтезита делятся на три категории. Первая категория – это примерно 60% людей, они ощущают эффект синтезита в первые 3 дня. Вот к ним отношусь я, Евгений относится, практически все И наши... моя теща в том числе. Теща, да, которая даже с первой таблетки, да, с первой капсулы, тоже вот эти 60% с первой капсулы. Вторая категория – это примерно 2-3 недели люди, к ним относится примерно 25% людей. Вот. И 15% это 2-3 месяца приема синтезита. От чего это зависит, почему это происходит, мы не знаем, потому что неважно, это человек, это ЗОЖ, он, да, не ЗОЖ, мясоед, он веган, пьет он алкоголь, не пьет, старый он, молодой, больной или здоровый абсолютно, как бы от этого абсолютно не зависит. Я думаю, что мы потом разберемся, да, почему так происходит, кто-то быстрее, кто-то медленнее, но в любом случае действует на всех, просто для кого-то нужно немножко больше времени. А вас я поздравляю, что у вас как бы все произошло быстро, вам нравится. Ну, спасибо за ваш отзыв, будем на связи. Спасибо, спасибо вам. Все, Спасибо. спасибо, до свидания, Всего доброго. пока.